какой у вас путь в жизни. Нагадай свое счастье и узнай. Итак, мы сегодня с вами погадаем на суфийском таро. Очень такая мне нравится эта колода замечательная. И тема хорошая. Какой у вас жизненный путь, какая у вас жизненная дорога, да? Замечательная колода. Вот прям очень-очень мне она прям симпатизирует, конечно. Вот, рубашечка такая приятная у нее. У нас с вами будет 3 позиции развернутые. Расклад довольно-таки большой. И мы все с вами проанализируем. Ваш жизненный путь проанализируем. На таких потрясающих картах. Итак, ваша дорога жизни. Посмотрим, в чем смысл вашей жизни. И на каком сейчас пути, на какой дороге жизни вы стоите. Итак. Перемешиваем карты. Давайте посмотрим благословение высших сил на расклад. Карты такие объемные, прям большие. Крупные, да, крупные. Ага, сын мечей. Вы знаете, карта показывает на самом деле, что высшие силы посылают вам скорость. То есть, во-первых, это может быть внезапное явление какое-то, да, там гости, разговоры, встречи, события. Или сами по себе высшие силы торопят какое-то событие в вашей жизни, вот о котором вы думаете. То есть что-то произойдет скорее, чем вы об этом загадываете. Интересно. Либо кто-то к вам на всех парусах мчится сейчас, да? Давайте будем 3 позиции выкладывать, в каком аркане вы сейчас находитесь, тем более, что расклад про ваш путь. Поэтому первый аркан, да, вот вашего настоящего, что сейчас, что может быть перед этим чуть-чуть, да. То есть это будет все равно по аркану видно. И обозначать я сегодня, раз у нас суфийское таро, да, буду интересными тоже вещами раритетными. Смотрите, такие вот медные штучки. Первая позиция, вторая позиция и 3-я позиция. Первая, вторая, 3-я. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. И, пожалуйста, не забывайте то, что нужно подписаться на канал, это обязательно. Поставить лайк этому видео, поддержите наш канал. И напишите обязательно комментарий после просмотра. Если вы будете дольше смотреть видео, вы будете очень поддерживать мой канал. Также, конечно, если вы станете еще спонсором, то это вообще будет верх моей благодарности. Итак, надеюсь, что все выбрали. Я убираю в сторону последние 2 позиции. Последние 2. Итак, мы с вами поговорим сначала про нашу первую позицию, да? Чайник, медный чайник. И первая карта, в каком сейчас аркане вы находитесь. А эту карту мы уже видели. Помните, когда я только взяла колоду, она была на дне. И потом я перемешивала. А карта, вот смотрите, вот она подцепилась все равно сюда. Значит, это ваша судьба, ваша карта. Ну, 9 пентаклей. В каком аркане вы сейчас находитесь? В радостном. Здесь девушка собирает плоды. И я бы сказала, что и вы в жизни, наверное, собираете сейчас какие-то плоды, да. То есть карта очень такая счастливая, на самом деле, человека, который привлекает к себе энергию изобилия, привлекает к себе радость и счастье в жизни. Мне нравится, конечно, нравится эта карта. Она сразу же показывает, насколько вы умеете быть счастливым человеком и насколько вы умеете, ну, просто кайфовать от каждого момента. Неважно, что происходит, на самом деле вы принимаете абсолютно все, скорее всего. То есть это опытный человек, духовно развитый. Конечно, карта показывает, что сейчас вам как-то с деньгами, может быть, больше везет, чем раньше. Или вы сейчас настраиваетесь на то, чтобы
энергия изобилия текла свободно в вашу жизнь, да. То есть эта карта вот такая светлая в этом плане. Ну и жизненный комфорт, какое-то спокойствие, радость на душе. Конечно, это очень-очень хорошая карта. Значит, вы сейчас в хорошем аркане живете, с хорошим настроением, в благоденствии и счастье. Может быть, где-то в тепле. Почему бы и нет? Хорошо, а в чем смысл вашей жизни? Давайте уже будем наш расклад начинать. Такой вот, да, объемный. В чем смысл сейчас вашей жизни? Конечно, смысл жизни у человека меняется периодически, то есть он проходит одни этапы, другие этапы, третьи в жизни. Но вот в чем смысл жизни у вас сейчас именно сейчас? Вышла карта «Пятерка Пентаклей». Ну, вы знаете, такая карта, она показывает человека, который, ну, считает себя в каком-то смысле отбитым от общества, что ли. Как будто бы он отличается от всех других людей, от всего общества отличается. Давайте поставлю сюда пока эту карту. И вы знаете, эта карта, она говорит, что нужно пройти этот этап, вот когда ты отделен от других. То есть вы как будто бы считаете себя кем-то особенным. И, мол, прошли в жизни много испытаний, научились действительно радоваться, да, научились быть там человеком, который даже если вот дышит, там, да, может ходить, и там могу видеть все, слава Богу. Но, понимаете, вы как будто бы разочаровались в людях на какой-то период жизни. Вот совершенно разочаровались. И получается, что ей бы пойти попросить помощи, постучаться, да, а она сидит и грустит. И вот этот этап, он в жизни, его нужно пройти. То есть научиться чувствовать единство с другими, со всей Вселенной. Вы уже начинаете чувствовать, это правда. Вы уже начинаете чувствовать. Но проблема в том, что вот люди, вы еще не до конца их поняли. И вот ваш смысл жизни в том, чтобы их понять. В том, чтобы наконец-то почувствовать с ними вот сильный коннект, связь такую, что вот прям полностью быть на одной волне. Вы как будто считаете себя кем-то другим. Вот знаете, как инопланетянин среди людей. То есть жить может, радоваться может, имеет хороший, богатый опыт, духовное развитие, все. Но самих людей вообще не воспринимает. То есть такого человека может быть, допустим, ну, мало друзей, мало окружения. Он может научиться, там, не знаю, зарабатывать, жить в свое удовольствие для своей семьи, но нет тех людей, вот, которые могли бы быть его там, многочисленными друзьями, например. Вот нет такого большого окружения. Соответственно, чувствуешь себя вот именно в обществе на отшибе, кем-то как изгой. Вот, знаете, как будто кого никогда не принимали другие. И вот смысл в жизни — это вот пройти этот момент и перебороть его. Я еще, знаете, что думаю? Найти поддержку. То есть вот сама по себе пятерка Пентаклей, она показывает, что человеку нужно научиться искать поддержку и находить ее, и пользоваться этой поддержкой. Вот душевное единство, да, смысл жизни — это душевное единство именно с людьми, то есть не с миром, не с травой, не с животными, там, да, вы можете даже вегетарианцем стать легко, это без проблем, с людьми. Они для вас самые гадкие существа, они самые для вас, ну, как будто бы жестокие, что ли, вот те, кто постоянно нарушает закон природы. Вот в этом, да, здесь суть. Об этом здесь речь. Хорошо, следующий вопрос. В чем вы заблуждаетесь? В чем вы сейчас заблуждаетесь? Ну, шах пентаклей. В мужчине в каком-то заблуждаетесь. Этот человек, вы о нем не того мнения. Понимаете, он более надежный, более перспективный, чем вы о нем думаете. Это именно мужчина. Неважно, мужчина вы или женщина, но вы явно заблуждаетесь в человеке мужского пола. Может, даже это ваш сын, но вы в нем точно заблуждаетесь. Вы считаете его мельче, чем он есть на самом деле.
И вам следует оценить этого человека по его достоинству, потому что ну, не может шах, да, быть каким-то мелким, каким-то недооцененным. Вы не цените либо его таланты, либо умение зарабатывать, либо его ум, что-то вот, понимаете, вот и сообразительность. Считаете его, ну, кем-то вот, кто гораздо хуже, чем он есть на самом деле. Вы что-то в нем, может быть, разочаровались, убедились, не с той стороны смотрите. И получается, что этот мужчина, он достоин большего. Неважно, дружите вы с ним, начальник ли он ваш, может, вы начальника своего недооценили, отца ли недооценили, сына или мужа, если вы женщина, там, мужчину любимого или еще кого-то. Главное, что это вот мужчина, и он связан, может быть, со стихией Земли, или просто стихия Земли, присущая ему как богатство и процветание в будущем. Но сейчас он может этого еще не демонстрировать, и вы думаете о нем иначе. Вот ты никогда богатым не станешь, например, да, думаете о нем, а он на самом деле станет, он еще может, у него есть перспективы и все такое прочее, а вы о нем так не думаете совершенно. Вы думаете, ну, лох ты там, не перспективный человек, ничего у тебя не выйдет в жизни, вот так вот, понимаете? Где вы совершили ошибку уже сейчас? Давайте посмотрим. Ага. Сын жезлов, да? Огня, сын огня. Карта показывает, что вы где-то поступили очень импульсивно, зажглись, и, может, кому-то чего-то сказали в лицо, например, или в попыхах, вот как огонь какой-то загорелся у вас внутри, и вы что-то высказали. И это была ошибка, не стоило этого говорить. Вот какие-то слова вы пожалеете в будущем о каких-то словах, сказанных уже, вот как слово «не воробей», вылетит, не поймаешь. Но уже сказали. Но эти слова, давайте уж, если на то пошло, связаны, опять же, с человеком, возможно, мужчиной и, возможно, знаком огня. Сын огня, да, сын жезлов, сын свечей или как. Вот. И, соответственно, вот какому-то, возможно, мужчине или молодому человеку, вот как вылетела фраза, это ваша ошибка, но вы уже это не исправите, да? Вы уже не сможете это так быстро исправить. Вот. Поэтому я бы сказала, что ну вот, нужно просто уметь контролировать свой речевой аппарат. Не говорить лишнего людям. Вот не говорите лишнего людям. Но когда ты говоришь что-то и жалеешь потом об этом, это твой опыт. То есть ты потом никогда уже не совершишь такой ошибки. Что-то зажглось у вас внутри, и вы резко выпалили, вот как будто бы. Скорее всего, мужчине, молодому человеку, вот, но все уже это не исправить, но зато вы можете не совершать этой ошибки в будущем. Никогда уже больше таких вещей не говорить и всегда думать над своими речами и словами. Что вам нужно исправить в жизни? Ну, это карта эквивалент карте суд, да? Карте суд. Что говорит эта карта? Вот тут у нас, значит, ну, можно сказать, как мумии, да, слушают пение флейты или музыкального там инструмента, какой дудочки. Вот. Это момент тоже, как вы знаете, как некого, все-таки как воскрешение, правильно же, воскрешение. Почему суд? Потому что это эквивалент воскрешения. И, конечно, эта карта, она говорит о том, что вы можете вообще все исправить в своей жизни в плане возродиться, да? То есть что-то возродить. Либо можете возродить себя, ну вот как вообще как человека, либо возродить свою любовь, какие-то отношения, допустим. Ну вот так я это вижу. И, конечно же, ну тут карта как суд, ну как взвешивание, весы, да, она показывает, вы как можете прийти в равновесие в каком-то вопросе в своей жизни, то есть исправить какой-то вопрос, который очень волнует и который нарушен, да, вот как привести его в равновесие.
То есть исправить, по сути, по этой карте можно что угодно, что умерло, да, или что уже потеряло надежду на реализацию и на возрождение, восстановление. Ну, допустим, там отношения можно исправить, там, может быть, работу потеряли, это можно на самом деле исправить и так далее. То есть, понимаете, вот что-то, что вы как будто бы уже не имеете надежды исправлять, но хотите этого. Вот весы об этом говорят, суд об этом говорит, да. Хорошо. Возрождение, как феникс из пепла, можно возродить, да. Как вы живете? Ну, пятерка жезлов, пятерка посохов, пятерка огня. Она здесь показывает, что вы живете в борьбе, в постоянном конфликте с жизнью и в здоровом соревновании с жизнью. То есть вы конкурентоспособный, яркий человек, и вы готовы сражаться за себя. Карта, она, пятерка жезлов, она всегда говорит именно о какой-то здоровой борьбе, здоровой конкуренции. Нет здесь грязи, нет здесь подлости. Но в то же время борьба может выматывать человека. Даже здоровая конкуренция может выматывать. Ему хочется равновесия и спокойствия, да, вот, что вы сейчас хотите испытывать и испытываете, скорее всего. Но вот после этого равновесия и спокойствия вы все равно возвращаетесь в тот момент, когда вам нужно опять бороться. То есть вы когда-то в один момент останавливаетесь, да, радуетесь жизни, но потом дальше в бой. Вот такое чувство. В чем ваше призвание? В чем ваше призвание? Призвание. Ну, это эквивалент дьяволу. Темная сила. Мы здесь видим свет, вот он. Но мы здесь видим и тьму. Призвание может быть в том, чтобы побороть какую-то тьму, то есть обрести с ней, ну как баланс черного и белого, добра и зла, что ли, вот так. Я это так понимаю. Конечно же, эта карта, она показывает призвание такое, да, что человек, он может обладать очень страстной натурой, много искушений в жизни пережить, понимаете, соблазнов, мастерски может обманывать людей, мастерски может организовывать бизнес, привлекать деньги, связи, использовать кого-то. Вся суть в том, что вот ваше призвание, да, это вы это можете и умеете, но выйти к свету. То есть вы мастерски можете принимать любые роли, да, исполнять любые роли в жизни, и люди никогда не догадаются, что вы играете. Никогда не догадаются. Может быть, это символ Козерога, вдруг этот знак с вами связан. Но на самом деле, почему дьявол и Козерог? Почему карта вот этой страсти, да, и Козерог, они всегда идут рука об руку, как говорят, или нога в ногу, а потому что это самый тот знак, который ты никогда не разгадаешь. Я сама Козерог, я знаю, о чем говорю, что если бы я хотела, чтобы о моих планах никто не знал, до самого конца бы никто и не знал. И если я хочу, чтобы сделать что-то, да, я никогда об этом не скажу, то есть это для всех будет неожиданностью. И вот понимаете, это единственный знак, который очень, очень трудно предсказать другим людям, что он сделает следующим, каким шагом, какой шаг, да, то есть он мастерски умеет на самом деле притворяться и обманывать. И, соответственно, ваше призвание, да, это уметь обманывать, но все же выйти к тому, чтобы быть честным человеком и выйти в свет. То есть преодолеть в себе это желание мастерски обманывать других. Это может быть любой знак зодиака. Просто говорю, что почему дьявола назвали Козерогом. Именно из-за этого, что он умеет манипулировать, обманывать очень сильно. И никогда никто не догадывается об этом. Ему очень, наоборот, верят всегда. Вот. Поэтому вы можете быть любым знаком, но уметь очень сильно притворяться. Очень сильно носить какую-то маску годами, например. И никто не догадывается, что вы внутри совсем другое. Так, хорошо.
В чем вы можете найти себя в жизни? Ну, Шахбану — это императрица, это также шах у нас есть, это шах, да, ну как типа властитель. А есть Шахбану — это главная женщина в гареме, императрица. Получается, вы знаете, эта карта говорит о том, что вы можете полностью найти себя в семье и в роскоши, и в оседлом таком образе жизни, что ли. Ну, так получается, что вы можете взять на себя заботу о доме, о ком-то, о чем-то, но вам нужна роскошь. То есть благосостояние — это отправная точка для этого. Но вы в этом могли бы найти себя, то есть быть там матерью или отцом семейства, спокойного семейства, хороший дом, и вы в этом доме хозяйственник, да, хозяйством занимаетесь. Но она что? Она роскошная, она беременная, она красивая, у нее есть золото, у нее все есть. Планета Венера — это ее покровитель, как вы знаете. Сад, гранаты, богатство, процветание. В этом можно вам найти себя, то есть в своей семье. Это только семья дает, клан, род, даже не ваш, а вашего мужа, например, там, или если вы мужчина, жены. То есть, чтобы семья была, быть главой семьи. Не постоянно быть в искушении и страстях в жизни, и в качелях, да, и в постоянной борьбе, а наоборот, вести благородный, спокойный образ жизни. Понимаете? Совсем другой образ жизни, чем сейчас на самом деле. Но вот эта карта очень похожа на эту карту, заметьте. В чем ваши убеждения являются ложными? Шестерка пентаклей. Вы считаете, что люди немедленно должны отдать вам то, что вы в них вкладывали. Это иллюзия. Вот смотрите, подсознательно, может, считаете, может, несознательно. Вы когда кому-то помогаете, оно может вернуться через 20 лет, а может вернуться в следующей жизни. Но вы этого не осознаете. У вас есть ложное убеждение, что человек должен возместить через малое количество времени ту энергию, которую вы в него вкладывали. Но на самом деле иногда для этого проходят десятилетия, иногда вся жизнь, а иногда и даже несколько жизней. И вам это нужно уяснить, что всегда энергия возвращается, которую вы вкладывали, и не бывает иначе. Это, в любом случае она вернется. Но с другой стороны, когда — это вопрос, и не надо торопить. То есть вот обязательно помните это, что не бывает энергии, которая бы вами была вложена, но не вернулась вам. Я сама убеждаюсь на своей жизни. Я иногда вкладываю в людей, или они вкладывают в меня. Проходит там 15 лет, и нужно вернуть или с моей стороны, или они мне возвращают. То есть однозначно это происходит. Главное, я никогда, конечно, не прошу ничего вернуть и не думаю об этом. Просто убеждаюсь через время, что вся энергия возвращается. В чем вы зависимы, в чем не можете контролировать себя? Давайте посмотрим. Такая интересная девочка. Это карта «Мир». Да, но тут написано то ли Дания, то ли, как бы я прочитала по-русски, Дуня. Вы, вот смотрите, в чем вы не можете себя контролировать, так это в ваших любых увлечениях, хобби или в том, где вы испытываете радость, счастье. Чаще всего это профессия или даже не профессия, а радость от занятий, чем бы то ни было, понимаете? Вот, допустим, у вас есть хобби. Вот у меня хобби — это Таро. И я вас понимаю в этом плане, что я не могу себя контролировать, когда я занимаюсь Таро. Вот не могу я себя контролировать. Что это означает, да? Это когда ты можешь уже купить карты, но не купить себе... Даже еду можешь не купить, а купить карты. Понимаете? Вот. И то же самое у вас, если вы чем-то увлеклись,
Ну вот как вот я люблю детективы, и в детективе, если человек-детектив увлекся расследованием, ему на все наплевать, он может даже не поесть. Вот у вас есть вот в этом такое бесконтрольное отношение. То есть вы можете забить там на любые обязанности, на своих детей, что угодно. Потому что вы увлеклись чем-то, что вам очень нравится. Игра в компьютер, там, неважно, что вам, художество, что угодно, что вас действительно переносит в другой мир, в другое измерение. Можете забыть, прибрать, там, покормить кого-нибудь. Ну, вообще что угодно забыть. Выключить утюг, спалить полквартиры, может. Ну, значит, нужно научиться себя контролировать. Вот карта «Мир» вам это показала, да, что ты можешь быть счастлив, но умей контролировать себя. В чем нужно взять себя в руки? Четверка кубков. Злата много, дорога длинная, коврами устлана, человеку плевать. Лень, апатия, умение погружаться в депрессивное состояние резко и неожиданно. Нужно научиться брать себя в руки, потому что вы раз и можете в пессимизм свалиться и все. Вам не будет радовать вас ничего, ни деньги, ни слава, ни мужики, ни бабы, ничего. Вы просто валитесь в негатив, все, там и живете. А потом оттуда выныриваете уже, как, знаете, вот из лужи, там Мюнхгаузен себя за косичку поднимал. Вот тут то же самое. И мое мнение, что нужно научиться радоваться всегда. Вот вы сейчас рады жизни, научитесь радоваться всегда. Вам что-то может испортить настроение, и все, и вы другой человек. Конечно, вам нужно научиться брать себя в руки. Что для вас сейчас недопустимо? Колесница. Для вас сейчас недопустимо скакать куда-то во весь опор. Бывает такое, что человеку пока еще не надо куда-то бежать, ехать, сломя голову, мчать. Нужно подождать немножко. Сейчас это недопустимо. Нужно подождать. Не надо слишком торопить события, бежать к своей цели. Что вы можете потерять из-за своей глупости? Равновесие, справедливость, чувство справедливости можете потерять из-за своей глупости. Правосудие, да, вот карта, она показывает, что вы можете действовать, опять же, не по закону жизни, природы, там, людей, и вы можете потерять свою свободу внутреннюю, а у вас к этому склонность, да? Какую жизнь вести дальше? Десятка мечей. Вот смотрите, десятка мечей, лагерь сожгли, разграбили, всех прибили. Человек выжил. Но сидит и горюет о том, что случилось. Вот нужно научиться отпускать, потому что иначе счастья не видать в жизни, да, пока ты не научишься отпускать. Какую жизнь вести дальше? Ну, вы попрощаться должны с прошлым, встретить новое будущее. Жизнь поменялась у вас, и с этим нужно смириться. Нужно встретить ее с радостью и уметь быть счастливым в любых условиях и обстоятельствах. Потому что обстоятельства, они не могут быть всегда идеальными на самом деле. И люди не живут без проблем. Это иллюзия, это утопия, это невозможно. И вам нужно научиться принимать все, что есть. И, конечно, какую жизнь вести дальше. С нуля. Как будто бы вот вы как недавно должны были начать с нуля. И вот вы встретили эту новую жизнь, и она может привести вас действительно к богатству и счастью. Вот смотрите, императрица просто так же не могла здесь выпасть, да, что вы могли бы реализовать себя именно в карте Шахбану, императрица. И, соответственно, удача сейчас на вашей стороне. Просто не нужно мчать во весь опор. Попробуйте поработать с тем, чтобы вот оценить какого-то человека, да,
все свои ошибки проанализировать. И жизнь поменяется, действительно станет другой, вот такой вот хороший и радужный. Ну, вот такой ответ вам дала первая позиция. Ваш путь. Обсудили, какой у вас путь, какие цели в жизни. Хорошо. А мы идем с вами дальше. Уберу карты обратно в колоду, чтобы никому было не обидно. То многие считают, что я у них двойку кубков забираю. Так, идем, значит, позиция номер 2. Столетние медные фигурки. Интересно, если потереть эту штуку, может быть, оттуда тоже может выпасть джин. Мы же не знаем. Хотя вот, наверное, это больше похоже, да? Может найти на блошином рынке аладдинову лампу с джином. Итак, первая карта, в каком аркане вы сейчас живете. Муршида, жрица. Это хорошая карта. Она говорит о том, что вы сейчас живете в развитии, в знаниях, в самосозерцании. Мудрость, период мудрости в жизни. Очень хорошая карта. Она говорит, что вы ведаете теми знаниями, которые не каждому даны. Ну и, соответственно, значит, вы становитесь все более осведомленным человеком. Может быть, разбираетесь в каких-то потусторонних вещах. Может, вы медиум, может быть, вы занимаетесь оккультизмом или еще что-то такое. Ну и, конечно, эта карта, она показывает, что у вас в роду было много людей, которые занимались ведьмовством, ведовством, колдовством, да, может, развивали какие-то там способности там, к астрологии, к чтению по руке или еще что-то, по картам, вот. И также вы личность гармоничная, приятная, люди вас должны все равно как-то любить, принимать, вы умеете входить в состояние равновесия. На сегодняшний день вы в равновесии. И, возможно, вам открылись недавно какие-то вот, да, какая-то информация, может быть, прозрение было какое-то интересное. Ну, вообще хорошая карта, ничего не скажешь. Так, смотрим дальше. Смотрим дальше. В чем смысл сейчас на этом этапе жизни, смысл вашей жизни на этом этапе? То есть нельзя определять весь смысл жизни человека, всей его жизни, это невозможно. В чем смысл вашей жизни на данном этапе? Ну, вышла карта туз жезлов. Это неплохая карта. Она показывает, что смысл жизни — это яркость, это страсть. И это удовлетворение этой страсти. То есть получается так, что вы можете зажигать. То есть как себя, так и других людей. Это карта ярких каких-то моментов, да, множество знакомств могут там быть по этой карте, и также впечатлений, идей для бизнеса, для работы, может, для развития. В любом случае, получается, смысл вашей жизни — это вот взять факел и идти с ним, то есть освещать путь. И значит, что многие люди могут зависеть от этого, и вы можете очень многим людям сделать целую кучу разного добра, хорошего, да. То есть просто потому, что вы их вдохновили, или вы им показали свои яркие проекты, свое осуществление, да, даже вот если вы на чем-то заработали. То есть в любом случае вы это показываете другим людям, и они тоже хотят, и они зажигаются, и для них это, ну, все равно как появляется тоже смысл, да, в жизни. То есть они хотят улучшить свою жизнь, жить более стабильно и приятно. И вы им даете эти возможности просто потому, что и вы развивались, да, и что у вас получилось развиваться. То есть преодолеть какие-то препятствия в жизни и реализоваться, а также подать другим пример. То есть вот смысл вашей жизни на этом этапе. Очень яркая карта, энергичная, конечно же. Она показывает силу духа, мощь и созидание. В чем вы заблуждаетесь? Давайте посмотрим. Шах мечей. Вот смотрите, в первой позиции примерно было то же самое, но немножко в обратную сторону.
вы заблуждаетесь в мужчине, в каком-то мужчине, неважно, причем вы мужчина или женщина, неважно, но вы заблуждаетесь в каком-то мужчине. Вы считаете его добрее, чем он есть на самом деле. Вы считаете его в чем-то лучше, чем он есть на самом деле. На самом деле этот человек более жестокий, чем вы думаете о нем, более критичный и более злой, чем вы думаете о нем. Вы придаете ему более мягкие качества характера и ну вот думаете, что вот он раз и там любит, например, раз и там, ну, что-то поступит по-благородному, по-хорошему. Он, кстати, всегда, этот человек на стороне справедливости и закона, и он может любить вполне, это все нормально. Но вот выражать, ему сложно выражать свои какие-то теплые чувства, и он все больше превращается в глыбу льда. Понимаете, в этом проблема, что вы от него ожидаете большего тепла, чем этот человек в принципе может дать в своей жизни. Получается, вы заблуждаетесь в человеке, в этом человеке, мужчине. И вы можете быть как мужчиной, так и женщиной, но как бы внутри считаете вот про этого человека, допустим, вот мужчина может так про начальника думать, что он добрее, чем он есть, чем он кажется другим, а убеждается все равно в жизни в обратном, что этот человек жесткий, что он всех строго судил, и не было в нем этого тепла, понимаете? То есть, вот, допустим, внутри у человека есть, там, ну, представим, расчет, да, холодный расчет, а вы видите в нем, что он, наоборот, страстный и добрый, импульсивный, приятный, там, не знаю, что у него две стороны, мол, одна такая вспыльчивая, а другая, там, допустим, просто добрая, любящая. А нет, этот человек как будто демонстрирует нечто другое. На самом деле он просто жестокий. Он просто жестокий, и все. То есть вы жестокость, как сказать, переводите слово жестокость, его слово жестокость в что-то другое, понимаете? То есть вы его оправдываете и зря. Вот так. Хорошо. Где вы совершили ошибку? Императрица Шахбану. Эта карта, она показывает, что вы совершили ошибку в общении с какой-то женщиной. Возможно, вы о ней не просто сильно заботились, а еще и очень ее любили, боготворили, считаете эталоном. И это уже ваша ошибка. То есть одно дело заблуждаться, да, но еще не совершить ошибку непоправимую, а другое дело, она уже совершена. И назад дороги нет. Скорее всего, вы к кому-то, к женщине, вот как будто бы она для вас была, ну, какое-то время, как Шахбану, да, глава семьи, центр вселенной, воспринимали ее как добрую мать или бабушку, например, или очень хорошую подругу, или жену, например, для мужчины. И это была ошибкой, то есть человек... Опять же, да, вы не разобрались, и человек совсем иной, но ошибка была в том, что вы уже это что-то сделали в связи с этим. То есть, как вот, когда уже нет назад дороги, уже что-то совершено. Ну, допустим, мать ошиблась в невестке, переписала на нее все имущество, а невестка оказалась подлой, да. Ну, вот это я просто говорю, пример. Вот в какой-то женщине вы больно ошиблись, больно уж хорошей ее считали. И, соответственно, уже что-то сделали. Ну, например, деньги ей отдали. Да. Что надо исправить? Что надо исправить? Суд. Карта суд. То есть здесь это весы, да. Карта возрождения, восстановления. Она говорит о том, что исправить можно на самом деле все, что угодно в вашей жизни, что вы действительно от души хотели бы исправить. И возродить можно что угодно, где вы потеряли надежду. Эта карта на этом же месте попадалась в первой позиции.
Но я расскажу, все равно расскажу. Понимаете, эта карта, она показывает, что вот у вас могло быть там потеря брака, потеря работы, здоровья, и вы отчаялись это исправить. Отчаялись, и все. И, ну, не то, что вы готовы отдать это, нет. Но вы не можете исправить, вам кажется, это невозможно. Вот эта карта, она волшебная. Она говорит, что исправить можно что угодно, даже воскресить из мертвого можно. Понимаете, любого человека даже из мертвого можно воскресить. И уж, мол, твою-то какую-то ситуацию все равно можно исправить, раз можно воскресить человека из мертвых, то твою ситуацию уж точно можно как-то исправить. Вот об этом здесь речь. Что ваша любая ситуация, что вас беспокоит, что угодно можно исправить с помощью веры, с помощью того, чтобы, ну, как-то соединиться, да, с Вселенной, с Богом, то есть попросить у Бога. Бог может все. Об этом здесь карта сообщает. Бог может все. Попроси у Бога, Он тебе это возьмет и исправит, все исправит. Любую твою ситуацию, которая правда тебя беспокоит. Вот человеку кажется, он неизлечимо болен, да? Неизлечимо болен. Что надо исправить? Это возможно исправить. А вы думаете, что вы неизлечимо больны, и что невозможно это исправить. Вот. Кто-то скажет, ну ногу же я не отращу или руку, да? Ну сейчас есть такие киберпротезы, но стоят они миллионы, понимаете? Есть по 1,5 там миллиона и так далее. То есть все зависит просто от того, ну, что говорить исправить, как назвать это слово исправить. Но я считаю, киберпротез это тоже исправить конечность, потому что, извините, лучшего не придумали варианта. Если вам достанется самый лучший вариант из того, что есть, это и тоже будет исправить, понимаете? Тоже исправить. Поэтому да, вы не отрастите вторую ногу, там, если у вас ее нет, но можно что-то все равно исправить и жить. Хорошо. Как вы живете? Давайте посмотрим, как вы живете. Вышла карта двойка мечей, очень закрыто. Вы живете, вы часто закрываете, во-первых, глаза на что-то в жизни, и сами закрываетесь от других людей очень сильно. Вы живете как кто-то в изоляции, как отшельник. А почему? Потому что вы стоите на распутье, вы не знаете, в какую сторону вам повернуть, как вам действовать. Вы запутались, вы не можете принять окончательное решение, как вам действовать в жизни. И из-за этого вы зависаете. Вот почему вам и выпала Муршида. Она же тоже сидит в медитации на сегодняшний день. И разве они не похожи чем-то с двойкой мечей? Ну, немножко похожи, правильно же? Вот в этом суть, что вы зависаете, но потому что не можете принять решение. А еще вы закрываете глаза на вещи, которые давно пора сделать, например, совершить. Вот. У вас, возможно, какая-то все равно чуть-чуть депрессия, ну, либо вы часто живете в депрессии, и из-за этого начинаете быть очень стационарны, мало даже двигаетесь. Хватит стоять на этой развилке, нужно шагнуть куда-то. И тогда, конечно, ваша жизнь очень сильно изменится. А сейчас вы, ну, живете по инерции и живете, закрывая на многое глаза. И терпите многое, понимаете? Очень многое терпите. Как слепому приходится терпеть все неудобства жизни, так и вы с завязанными глазами терпите все неудобства жизни, правильно же? В чем ваше призвание? В чем ваше призвание? Это колесница. Вы как раз-таки лидер, настоящий генерал, достигать своих целей, ездить по миру, путешествовать много. Ваше призвание — это вести за собой, ваше призвание — это достигать всего, что вы хотите, и реализовать себя. Ваше призвание — это изучать там разные страны, города, иностранные языки и также новые места. Ваше призвание — строить этот мир прекрасным, таким вот, каким он должен быть прекрасным. Вы создаете, вы созидающее звено. И, соответственно, вы, возможно, в чем-то гениальны.
поэтому вы можете добиться самой вершины. Вы никогда не отступите от своей цели, если вы к ней пошли. Понимаете, у вас есть целеустремленность, лидерские качества. И почему вы сейчас стоите вот так с завязанными глазами, трудно понять. Но вам нужно действовать. Вам нужно действовать, потому что вы на самом деле человек очень талантливый, мощный. Вы лидер, вы творец. И вы можете творить как свою судьбу, так и судьбу еще и других людей. И, конечно, по миру разъезжать может много кто. Кто-то в социальных сетях преуспел, разъезжает, кто-то, не знаю, какие-то денежные платформы создает, разъезжает. Кто-то туристическим бизнесом занимается, кто-то имеет бизнес в других странах. Кто торговлей занимается, да? Кто что. Может быть, вы гид, может быть, вы, правда, иностранные языки хотите все изучить или стать путешественником профессиональным. Но сам факт, что вы колесница, а раз вы колесница, вы должны достигать, вы должны двигаться вперед. Вы должны куда-то ехать, что-то делать. В чем вы можете найти себя? Чарк, Фалак, колесо фортуны, колесо жизни, колесо судьбы. Опять колесо, опять от слова колесница, колесница, колесо. Конечно, карта такая, она показывает, что вы можете найти себя в том, чтобы, опять же, разъезжать где-то, да, быть путешественником, а с другой стороны менять судьбы, как свою, так и других людей, и показывать пример, как можно изменить себя за такой-то период времени, промежуток. Даже если вы худеете очень сильно, ну и что? Вы можете показать людям, как они могут изменить себя. Или, может быть, вы решите сделать пластическую операцию, или поменять само искусство макияжа, или прорыв науки сделать, или придумать что-то гениальное, но простое. Сам факт, что вы можете прям-таки влиять на судьбы других, вы можете найти себя в том, чтобы куда-то ездить и показывать, может быть, да, или стать там, не знаю, журналистом, блогером, вот, ну что-то такое прям подвижное и яркое. Может, блогером-автомобилистом. Интересно. В чем ваши убеждения ложны? Маликова Пентаклей, королева Пентаклей. Вы знаете, карта показывает, что вы имеете ложные убеждения по поводу того, как достается финансовое благосостояние и обретается жизненная стабильность и богатство. То есть вы себе это как придумали, да? На самом деле способов много и гораздо более они разнообразные, чем вы о них считаете. Соответственно, у вас неверное, явно ложное представление, убеждение о семье, ложное убеждение о том, как достаются деньги и по какой причине. Вам нужно освободить себя от этих убеждений, иначе вы блокируете себе финансовый поток на самом деле. Причем кардинально берете и блокируете его, просто перекрываете. Как говорят, без труда не выловишь рыбку из пруда, а ты заслужила эти деньги. И все, человек не может заработать столько, сколько ему нужно. На самом деле вы можете быть очень богаты и состоятельны. Просто не нужно думать о том, достойны вы ли этого или нет. Вот в этом ложность ваших убеждений. В чем вы зависимы, в чем не можете контролировать себя? Пятерка кубков. Вы не можете контролировать себя в ваших сожалениях и разочарованиях. Вы слишком в жизни много разочаровывались, страдали, теряли. И вы не можете себя контролировать, когда впадаете в горе и отчаяние. Вы прям не можете, вы зависимость проявляете от депрессии, от слез, от паник, от страхов, от отчаяния, от самообвинения. Особенно самообвинение. Вот на нем у вас все основано. И на нем завязана вся ситуация с тем, чтобы вы блокировали себя. На самом деле вы очень способный человек, жрица об этом сразу сказала.
И дальше и туз жезлов показал, и карта суд, да, и колесница, и колесо фортуны. То есть карты здесь четко показывают, что вы очень способный лидер. Но вы это блокируете своими собственными внутренними самобичеваниями и страданиями. Это зависимость для вас. Именно зависимость. Вы даже не замечаете того, что у вас есть и осталось. В чем нужно взять себя в руки? Девятка жезлов. Взять себя в руки нужно в том, что вы слишком ограничиваете личное пространство. Есть такие люди. Они ни в какую не пускают других в свое личное пространство, потому что вы буквально не доверяете людям. И, соответственно, вы пытаетесь себя всячески от них оградить. Вам кажется, что как только люди войдут в ваше личное пространство снова, ну, там, допустим, знакомые, друзья, чужие люди, они сразу же его нарушат, и они сразу же нагадят там, сделают вам гадости, и вам придется с ними сражаться за свою жизнь. Возможно, у вас были очень плохие друзья в прошлом, или родственники, или близкие. Кто-то вас предал и не раз, и не два. Соответственно, раз вас так предавали, раз вас так мучили, вы больше не доверяете. И значит, что вы очень бережете свое личное пространство. А если вы хотите вести за собой людей, ну или, по крайней мере, имеете такую цель в жизни, да, смысл в жизни, конечно, нужно открыться людям и доверять им больше, и считать их добрыми, несмотря на то, что вам кажется, что они злые. Вот, и получается, что мол, начинается противоречие самому себе, ведь я вижу насквозь этих людей, да. На самом деле вы не совсем все видите насквозь, вы видите только темную сторону людей. Они могут быть гораздо светлее и лучше, если вы поверите в них и начнете вести себя по отношению к ним так, что вы отталкиваетесь от этой ситуации. То есть отталкивайтесь от того, что все желают вам добра, отталкивайтесь от того, что никто не виноват. И вы увидите разницу. То есть и отношение людей к вам изменится, и ваше отношение к ним изменится, понимаете? В этом суть. То есть берите себя в руки, и думаю, что все будет отлично. Что для вас совершенно недопустимо сейчас? Семерка пентаклей. Слишком много ждать и бездействовать. Ждать результатов от своей деятельности, ждать выхлопа, прибыли от чего бы то ни было, наверное, не стоит. Это недопустимо для вас. И особенно недопустимо быть пассивным человеком, который ничего не делает, а только ждет результатов от прошлого. Вы каждый день должны что-то делать и каждый день вкладывать куда-то энергию еще. И тогда вы получите огромные результаты. Но пока вы просто пассивно ждете, не можете ступить куда-то на какой-то путь, да, развилка, и просто у дерева стоите, ожидаете, когда там плоды оно принесет, к сожалению, это недопустимо. Абсолютно недопустимо. Что вы теряете из-за своей глупости? Давайте посмотрим. Шестерка пентаклей. Вы теряете возможность, чтобы люди помогали вам, а вы им. Вы теряете возможность взаимодействия. Вам нужно открываться. Вы должны больше общаться. Позовите кого-нибудь на чай, на кофе. Сотрудничайте с людьми. Будьте смелы. Проявляйте к ним инициативу первое время, а потом они к вам начнут уже проявлять. Открывайтесь для знакомств, для общения, потому что вы упускаете возможность того, чтобы вам помогали люди. Если вы с ними общаетесь, они будут вам помогать. Если вы с ними не общаетесь, они не будут вообще с вами никак. Ну, вам это надо просто запомнить. Ну, кто же будет с вами что-то взаимодействовать, если вы всячески ограждаете свое личное пространство, свою энергию бережете? Какую жизнь вам вести дальше? Какую жизнь вести дальше? Какую жизнь стоит вести дальше? Пятерка мечей. Вы знаете, эта карта, она показывает момент предательства.
момент того, что человек полностью разочарован в себе из-за того, что он поступил подло и плохо. Какую жизнь вести дальше? Не допускать никогда подлости в своей жизни, но не со стороны других людей, а со своей собственной стороны. Сделать все для того, чтобы быть кристально добрым, честным, прозрачным человеком. И никогда никому не мстить. Никогда. Это будет слишком много боли, но не для этих людей, а именно для вас. И это опасно, и это страшно, и это ужасно. То есть нанесете вы раны своей душе. Поэтому как вам нужно жить, всячески избегая конфликтов, злых слов, злых деяний. Но не избегать их со стороны других людей. Не надо. Пусть они делают, что хотят, даже если вам кто-то сделал зло. Избегайте сделать зло либо в ответ, либо просто нанести кому-то удар, боль, неприятность, даже вот грубым словом. Слова, кстати, они убивают лучше любого оружия, могут довести до самоубийства или еще что-то такое. Поэтому всегда следите за своей речью. Всегда. Это очень-очень важно. Ну вот такой ответ. Дали карты по второй позиции. А мы идем с вами дальше. К позиции номер 3. Ваш путь. Какой у вас путь, вы даже и не знали. Итак, ваш путь, смысл вашей жизни. Будем анализировать, значит. Первая карта — это в каком аркане вы сейчас живете. На сегодняшний день это Сын кубков. Замечательная такая, вот смотрите, волшебная дорога, да. И вот как по воздуху скачете, путь вашего сердца и новый путь, новый мост, да, вот между, может быть, вами и кем-то сейчас. То есть бывает такое, что миришься с кем-то или улучшаешь отношения в скором времени, да. Может быть, сейчас этот процесс идет. Также это процесс творчества, это процесс, когда буквально радуешься тому, что у тебя в голове, и какие мысли, и рисуешь свое будущее, манифестируешь, мечтаешь о чем-то, и фантазируешь, придумываешь новые идеи креативные. Я считаю, замечательная на самом деле карта. Она говорит о ваших возможностях и о вашем обновлении. То есть обновление изнутри идет. И вы понимаете, что можно жить так, как ты хочешь. Можно жить, радуясь от этой жизни, кайфуя от этой жизни. И более того, работать там, где тебе нравится, и делать то, что тебе нравится, только тебе по душе. Любить того, кого ты хочешь любить, и что тебя будут любить в ответ. Вот знаете, вот вообще это карта взаимной любви, очень сильной страсти, романтики. Может быть, сейчас у вас какие-то чувства к кому-то. Замечательная карта, конечно. И она очень такая романтичная и волшебная, да. И смотрите, вот как раз момент заката. Солнце, самая романтика, счастье и море. Класс. Давайте тогда посмотрим, в чем смысл вашей жизни на данном этапе жизни. Султан. Замечательная карта, очень хорошая. Она показывает, что для женщины это может быть свет мужчина. Для женщины тут двоякая ситуация. То есть смысл вашей жизни — быть с мужчиной, допустим, да, строить с ним семью, родить детей, родить сына, да, посадить дерево, построить дом. Это все понятно вместе с вашим мужчиной, чтобы он это все сделал, чтобы он работал, старался. Бывает для женщины карта Султан означает, что и она может быть хозяином бизнеса, руководителем, выполнять мужские функции. И в этом тоже есть свой смысл. Вы же даете людям пропитание, работу, хлеб. Но тогда нужно основывать свой бизнес, да, свое дело. А для мужчины, конечно, быть главой семьи, фирмы, корпорации, своего дела, бизнеса, быть рулевым, да, и добиваться самой вершины социальной лестницы, конечно.
Эта карта вот выше некуда, да, социальная лестница выше некуда. Сами понимаете, что выше султана, ну кто? Только Бог, да. И, конечно, если есть султан, есть все. Есть богатство, есть гарем, есть действительно какие-то угодья, да, там имущество, но есть чем заняться. То есть с этим всем нужно управляться, быть мудрым руководителем. И я считаю, это высокая миссия, очень высокая миссия на сегодняшний день. Смысл вашей жизни — обрести эту высокую миссию и руководить, управлять другими людьми. Это важно. В чем вы заблуждаетесь? Башня. Ну, башня, она говорит о том, что вы, скорее всего, заблуждаетесь в том, что что-то окончательно разрушено или что рухнет в ближайшее время. Допустим, заблуждаетесь, что будет расставание, развод, заблуждаетесь, что кого-то уволят, заблуждаетесь, что что-то развалится. Мол, оно крепче, чем ты думаешь, оно не развалится, но ты думаешь, что развалится. Может быть, вы думаете, что кто-то скоро умрет. Это неправда, вы заблуждаетесь. Кто-то как раз-таки собирается жить еще долго и счастливо. Вот понимаете, карта башни, она говорит, вы предполагаете, что что-то будет разрушено. Предположение у вас такое идет, заблуждение идет. Но это не будет разрушено, нет. Вы ошиблись, вы заблудились. И, соответственно, значит, вы о чем-то думаете, что оно более хрупкое, чем на самом деле есть. То есть вы представили это более хрупким, чем оно есть. Понимаете? И вам нужно переоценить и понять, что оно крепче. Или кто-то крепче, или что-то крепче, понимаете? Может, даже там, не знаю, ваше здоровье крепче. Или вы крепче там, да? То есть вы о чем-то вот таком заблуждаетесь. А где вы уже совершили ошибку? 8 пентаклей. Ошибка допущена явно где-то в работе. Именно в работе. Может быть, вы сделали какие-то неправильные выводы о ком-то, о чем-то, что-то сказали, а слово «не воробей» вылетит, уже не поймаешь. И ошибка совершена, да, ну а что делать? Вот уже ничего не поделаешь, как говорится. Назад не воротишь. Но ошибка у вас допущена сейчас, именно в работе. Может, не выбрана не та стратегия, и уже пошли по ней, да. Может быть, отчет составлен не так, уже сделан, ну тогда его только переделывать. Уже этот отчет не переделаешь, да, как тоже сдан. То есть нужно переделывать. Или, допустим, сказали что-то кому-то из сотрудников, ну тогда нужно сказать иначе, потому что сами слова не вернешь, они уже сказаны. В чем-то ошибка в работе. Что нужно исправить? Туз кубков. Исправить можно здесь слишком сильную эмоциональность по отношению к кому-то. Ну, как эмоциональность? Плаксивость, может быть, истеричность, может быть, слишком большой поток чувств, который льется на кого-то, на что-то. Это нужно исправить, потому что эмоциональность в ситуации вашей жизни ни к чему, ибо ваша цель, смысл вашей жизни — это султан. Даже если для женщины вдруг мужчина султан, смысл ее жизни, по отношению к нему истерики закатывать абсолютно бесполезно, как вы знаете, он только вышвырнет. То есть, извиняюсь за выражение такое, может, я вас оскорблю, обижу, да, но, сами понимаете, никакие излишние эмоции такому человеку ни к чему, потому что это его буквально выматывает и заставляет быть плохим в своих же собственных глазах, а этого он меньше всего на свете хочет на самом деле. Еще есть момент по этой карте, слишком большой поток словесный. Ну, то есть, что нужно исправить? Когда человек слишком много разговаривает, то есть нужно говорить как можно меньше и по существу, может быть, вот так. Тоже вариант. Как вы живете? Как вы живете? Как вы живете?
Двойка мечей, кстати, она выпадала во второй позиции на этом же месте. Эта карта показывает, что вы стоите сейчас на перекрестке с завязанными глазами и не знаете, какой путь вам лучше выбрать, какой вариант, может быть, действий, развития событий. И нужно сделать шаг, но вы не можете, и вы зависли. Вот в этом проблема, как вы живете, да, вы часто зависаете на этом месте, когда вы пытаетесь что-то выбрать. То есть у вас есть путь сердца, у вас есть хорошая фантазия, может быть, налаживание с кем-то отношений, да. Сейчас дорога-то открыта, но нужно сделать выбор и шагнуть. И иногда вы из-за этого тормозите, а может быть, очень часто в жизни, вот как только вы предстаете перед выбором, вы начинаете очень-очень сильно тормозить и мучиться в выборе. Более того, завязанные глаза на карте двойка мечей показывают, что человек часто закрывает глаза на те проблемы, которые у него есть, и не решает их. Или закрывает глаза на чьи-то недостатки, и будто бы я их не вижу, ну, блин, они же есть. То есть есть недостатки, которые нельзя пропускать. Допустим, для женщины с мужчиной. Если женщина живет с мужчиной, есть явные недостатки, которые лучше замечать, да? Такие как, а вдруг он дерется, а вдруг он пьет, а вдруг он употребляет наркотики, или у него игромания, или еще что-то. Вдруг он связан с преступным криминальным миром. Естественно, на это нельзя закрывать глаза, а они у вас буквально завязаны. То же самое в работе. Если вы видите, что вас обманывают, если вы видите, что вас втянули в какой-то криминал, ну, нельзя на это закрывать глаза. Задумайтесь, вот на что вы закрываете глаза. Я не говорю, что именно на это. Я привожу просто какие-то жизненные примеры, да. На самом деле, просто вам нужно задуматься, а на что вы в жизни часто закрываете глаза. На какие-то вещи, которые вот уже давно не надо игнорировать. Допустим, у вас есть ребенок, но вы вышли замуж за другого человека. Тот человек плохо относится к ребенку. Ну разве можно на это закрывать глаза, завязывать их? Что, оно само рассосется? Нет. Это нужно либо к семейному психологу, если он не помог, разошлись и все. Ну, ребенок должен жить нормально, да? Может, вы на чью-то болезнь закрываете глаза, или вообще на здоровье, или еще на что-то. Вот обязательно просто проанализируйте вокруг вас, как вы живете, часто закрывая глаза на проблемы. И нужно их видеть, нужно отдавать себе отчет в том, что они на самом деле-то есть, ведь они существуют, это просто даже физический процесс. Но вы не хотите их видеть, вы не хотите их замечать. В чем ваше призвание сейчас? Дочь мечей. Вы знаете, дочь мечей — это как раз-таки призвание находить правду. Видеть истину. Вот эти все шторы раздвинуть, да, шоры с глаз снять и видеть истину. Более того, уметь учиться, обучаться чему-то, развиваться, узнавать что-то новое. 2 новости, птички, 2 новости скоро к вам придут. Какие-то очень важные новости. Ваше призвание в том, чтобы ловить информацию в жизни и правильно ее анализировать, как сказать, упорядочивать, обрабатывать. Эта информация вам полезна, любая, которую вы ловите из окружающего пространства. Вам нужно учиться, вам нужно потом учить других. Вы человек, хозяин, да, и управитель, либо при нем будете, да, и, соответственно, вы должны быть очень образованы, компетентны и постоянно развиваться. И в этом ваше призвание — видеть истину, видеть правду, видеть всех насквозь. Да, быть подозрительным человеком, но вам нужно видеть насквозь, ведь вы, как говорится, будущий султан. В чем вы можете найти себя? Карта сила. Но вы можете найти себя в том, чтобы обуздать внутренние страсти и страсти других людей, инстинкты, и все это подвергнуть логике и разуму, научиться справляться с собой силой мысли и в то же время приручить какого-то человека. То есть вы можете найти себя в том, чтобы приручать льва. Да? Лев — это как инстинкты в себе, так и сам по себе может быть для женщины мужчина, для мужчины женщина. Лев приручает деву, дева приручает льва.
То есть в этом суть. Вы можете найти в этом себя в приручении. То есть вы человек, способный справляться с любыми вот этими импульсами, понимаете, с гневом, страстью, ревностью, жадностью, с чем угодно, вот с любыми пороками вы можете справиться как в себе, так и в других. И значит, вы можете заниматься даже психологией в том плане, что рассказать людям, а как справиться, а как по-настоящему справиться с собой, с окружающими, как научиться приручать других, да, как научиться вообще контактировать с людьми правильно, как их воспринимать правильно. То есть в этом можете помогать разобраться другим людям. Значит, вы для них не только начальник, султан, хозяин, но еще и учитель, добрый учитель и добрый наставник, который может дать им работу, вести за собой, сделать что-то для них очень важное. В этом ваша суть и в этом ваша миссия. Конечно, у такого человека не может быть слишком много эмоций. В чем ваши убеждения ложны? Или ложные, да, ложные. Жрица. Ну, карта показывает, что на самом деле вы видите всегда внутренним взором правду. Просто вы в ней себе часто не признаетесь, да. Соответственно, у вас мало ложных убеждений. Вы стараетесь почувствовать космос. И самое главное, просто научиться принимать то, что есть. Вот ложность убеждений в том, что вы, скорее всего, пока что не умеете принимать то, что есть, вот таким, какое оно есть. Это тоже ложность убеждений. Но как только вы научитесь принимать то, как есть, то вы знаете, что вы внутренним взором всегда видите истину. У вас невероятные, скорее всего, какие-то есть способности экстрасенсорные, в том числе по роду интуитивные. И, может быть, даже было в роду много там ведьм, колдунов. И вот карты-то и говорят о том, что вы внутри все равно понимаете, где правда. Вот все равно понимаете, что ваши убеждения вовсе не ложные. Но главное себе еще признаться. Вот именно взять и признаться в том, что у вас происходит в жизни и как оно на самом деле есть. Просто видеть истину не в розовом свете, да, в таком, каком она и присутствует в вашей жизни. В чем вы зависимы, в чем не можете контролировать себя. Шестерка кубков. Вы слишком часто думаете о прошлом, вы очень много вспоминаете. И, конечно, это зависимость. Вспоминать и взять, обращаться к прошлому, окунуться туда и там остаться. Вот понимаете, мысленно вы можете очень часто обращаться к разным прошлым ошибкам, негативным вещам и не можете справиться с собой. Соответственно, вы не можете себя контролировать в этих воспоминаниях. Вы начинаете себя съедать, грызть за что-то из прошлого, жалеть о чем-то из прошлого, тосковать по кому-то. И, соответственно, ничего с этим поделать вы не можете. Вот вам нужно научиться в этом плане себя контролировать. Также, если вы кого-то любите, вы совершенно не можете себя контролировать. Вы в любви проявляете очень сильную зависимость. Вы считаете, это мой человек и все. И перегибаете часто палку, скорее всего, в этом, в плане чувств. В плане чувств, эмоций. В чем нужно взять себя в руки? Давайте посмотрим. Карта суд. Суд показывает, что вы можете верить и надеяться на то, что в жизни все станет по-другому, что все будет хорошо, что произойдет момент восстановления и возрождения. И нужно взять себя в руки в вашем любом отчаянии. Нужно научиться верить. Вот вы знаете, человек, он когда опускается в негативное мышление, в негативные мысли, он начинает быть уверен в том, что в его жизни все плохо и что все потеряно. И вот вам нужно научиться брать себя в руки в этом плане и настраивать свои мысли на позитивные. И, конечно же, это будет реализовываться. По вере вашей воздастся вам, да будет вам. И, соответственно, к какой бы религии вы ни относились, только вера, знаете, да, вера в Бога, она поможет вам избавиться от негативного мышления. В чем себя нужно взять в руки?
перестать отчаиваться. Ведь отчаяться — это очень просто. Позитивно мыслить крайне сложно. Быть счастливым крайне сложно. А вот взять и отчаяться — это очень просто. Очень. Поэтому что нужно сделать? Да? Взять себя в руки и мыслить позитивно. Что для вас сейчас в жизни недопустимо? Что для вас недопустимо? Шут. Быть беспечным человеком и безответственным недопустимо. Пускаться в приключения, даже в любовные, недопустимо. Сейчас нельзя обнулять, сейчас нельзя все бросать, идти новым путем. Нужно идти путем. Я не спорю, нужно сделать выбор и идти, но это не новый путь. Начинать с нуля сейчас бесполезно и абсолютно не нужно и недопустимо. Самое главное — это быть сейчас беспечным, безответственным, слишком свободным человеком. Вы отвечаете за кого-то. И быть беспечным и безответственным недопустимо. Кто-то зависит от вас, скорее всего. Если вы не проявите ответственность к этому человеку или людям, вы такого напортачите, особенно если это дети. Помните, что на вас лежит какая-то ответственность. И беспечным в приключения отправиться вы не можете. Также вы пока не можете менять. Вот менять, допустим, отношения, менять работу. На сегодняшний день это недопустимо. Правда. Вам нужно выбрать свой путь, это да. Причем выбрать один из двух вариантов, но это в рамках той жизни, в которой вы сейчас живете. Однако это не касается того, что вы должны, допустим, уйти от алкоголика, наркомана, игромана там, или кухонного боксера. Или если вы на грани того, что вас избили, вы должны уйти, конечно, вы уйдите. Это шут не об этом говорит, понимаете? Наш Салик не об этом говорит, наша Салик. Она говорит совсем о другом, совсем о другом. О том, что нельзя быть безответственным. Вот остаться в семье алкоголика — это безответственность. И в первую очередь это беспечность по отношению к вашим детям. Если вдруг у вас стоит такой вопрос, я не говорю, что у всех, но у многих стоит такой вопрос, у многих. Что вы теряете из-за своей глупости? Девятка жезлов, свое личное пространство теряете из-за своей глупости. Вы должны быть твердым, непоколебимым в этом плане человеком. Никто не может просто так за 2 минуты попасть в ваше личное пространство, в ваше поле, в ваше общество. Вы должны быть строго ограничены в этом плане, избирательны. Люди, чтобы попасть в ваше общество, воспользоваться вашими какими-то услугами, советами, должны добиваться этого долгое время. И только избранные подойдут к султану, только избранные. Всем остальным он поможет, он будет хорошим руководителем. Но они не могут подходить просто так. Все не могут подряд подходить султану. Для этого нужно записываться на прием. Если вы проявите глупость, вы потеряете свое личное пространство. Какую жизнь вам дальше лучше вести? Давайте посмотрим. Жизнь алхимика. Кто такой алхимик? Он тянется к знаниям сквозь века. Он делает все, чтобы узнать, открыть философский камень, да, или как там его. И, соответственно, вы должны идти к своей цели, несмотря ни на что. Вы должны изучать, вы должны штудировать, вы должны залезть в самые глубокие знания, в те глубины знаний, в которых никто раньше не был. Вы должны стать алхимиком, вы должны стать магом, чтобы добиться в жизни всего, а особенно стать султаном, да, после этого. Соответственно, чтобы стать султаном, нужно сейчас вести жизнь алхимика. И это значит, что нужно погрузиться во все тайны бытия. И нужно быть очень упорным, трудолюбивым, вот таким ученым, да, настоящим ученым. А вот людей к себе подпускать пока что, конечно, нельзя. Нужно научиться их приручать, это да, вести за собой, это да. Но вот подпускать каждого в свое личное пространство нет, ни в коем случае. Очень избирательны вы должны быть, потому что вы султан. Вы должны быть очень избирательны, иначе вас подставят, свергнут с трона и сядут на ваше место в будущем. А зачем вам это надо? То есть у вас должны быть рядом только проверенные люди. Ну вот такая вот у нас 3-я позиция.
Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.